Добрый день! Территория культуры приглашает вас на особый поэтический вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой. Или «Цветаевский костер», как называют его участники. Почему в Карелии так любят и чтят творчество поэта, нога которого никогда не ступала на эту землю? И кто уже 20 лет поддерживает Цветаевский костер? Узнаем. Петрозаводск. Берег реки Лососинки. Уже много лет 31 августа эта небольшая поляна становится местом проведения вечера памяти и поэзии великого русского поэта Марины Цветаевой. Но прежде чем перейти к высоким материям, нужно обустроить этот поэтический салон под открытым небом. Ну так надо поляну к приходу гостей очистить. Это каждый год вы так занимаетесь? Когда есть возможность, заказывают через администрацию, чтобы скосили эту траву. Но сейчас так вот не сложилось, поэтому надо самим это сделать. А серпы где брали или что это такое? С дачи привезла. Вот. Так что будет комфортнее просто ходить и безопаснее людям. Вот так вот. Каждый, кто присоединяется к Цветаевскому костру, и чтец, и жнец. Конкретных организаторов, как выяснили, нет. Главное – душевный порыв и добрая воля. А работа всем найдется. По натуре я не лидер, я скорее сотрудник. То есть вот если что-то получается вместе, что-то получается ансамблем, это здорово. Я, так скажем, голос из хора, это вот скорее моя функция такая. Держите веточку рябины, без нее в этот день портрет Марины Цветаевой просто не представить. Да, конечно, безусловно. Марина Цветаева – это больше, чем просто поэт, больше, чем большой поэт, это великий поэт, совершенно точно. То есть вот тот вклад в язык, в развитие языка, который она сделала, трудно переоценить. Это вот правда. Красной кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Эти строки вспоминаются сразу, как только речь заходит о Марине Цветаевой. Марина Ивановна родилась 8 октября, ушла из жизни 31 августа. Век спелости рябины такой и есть – с августа по октябрь. В эти две даты по всей России и далеко за ее пределами почитатели творчества Цветаевой зажигают поэтические костры. Сам костер в этом году долго оставался под угрозой запрета. Жаркое и сухое выдалось лето. Но если за дело берется бывалый турист, за безопасность можно не переживать. А так мы, естественно, принимаем особые меры пожарной безопасности. Приготовили ведра. Костер будет, знаете ли, из еловых чурочек. А это значит, что она искрится, когда горит. То есть от Цветаевского костра искры полетят очень-очень далеко и будут светить любителям поэзии Марины Цветаевой. Для стихов, как известно, преград нет. Но неожиданным препятствием на пути любителей поэзии стал вот этот шлагбаум. Хочется надеяться, что люди, ответственные за этот барьер, увидят нашу программу и ежегодно 31 августа будут устраивать день открытых шлагбаумов. А еще лучше присоединяться к нашему огоньку. Уже несколько лет из-за установленного ограждения на поляну не может проехать библиобус Национальной библиотеки Карелии. Книжные выставки и видеофильмы были важной частью поэтической встречи. Без генератора невозможно подключить музыкальную аппаратуру и микрофоны. Но стихи Марины Цветаевой пробивались и пробиваются и не через такие преграды. Александр, все-таки получается, что библиотека национальная добралась до Цветаевского костра? Конечно, Национальная библиотека на протяжении 20 лет участвует в Цветаевских кострах, и в этом году мы, конечно же, здесь. Очень жаль, что библиобус не смог приехать, и выставки книг здесь ваши не видно, да? Выставки книг нет, но сегодня обратился один читатель, сказал, что можем ли мы захватить книгу, вдруг он забудет цветаевские строки. Но мне кажется, все цветаевские строки у всех в сердце, и их не забыть. Входных билетов на поэтический вечер, конечно же, нет. Вместо них у каждого участника с собой томик стихов Марины Цветаевой. Бежит тропинка с бугорка, как бы под детскими ногами, все так же сонными лугами лениво движется ока. Колокола звенят в тени, спешат удары за ударом, и все поют о добром старом, о детском времени они. Пошли мне сад на старость лет, на старость лет, на старость бед.
рабочих лет, горбатых лет. На старость лет собачьих клад, горячих лет прохладный сад. Август, звезды. Август, гроздья винограда и рябины ржавой. Август полновесным, благосклонным, яблоком своим имперским, как дитя играешь. Не ищи меня, другая мода. Меня не помнят даже старики. Нет, Марина Ивановна, вы ошибаетесь. Старики помнят. И старухи тоже. В синее небо, ширя глаза, как восклицаешь, будет гроза. На проходимца, вскинувши бровь, как восклицаешь, будет любовь. Сквозь равнодушие серые мхи, так восклицаю, будут стихи. Сейчас сложно представить, но еще 40 лет назад стихи Марины Цветаевой редко издавались в России. Одно из самых громких имен Серебряного века было вычеркнуто из истории. Еще бы! Противница пролетарской революции, жена белого офицера, эмигрантка, Цветаева была вынуждена вместе с семьей вернуться в Россию в конце 30-х. Но это не принесло ей ни счастья, ни признания. Все меня вытолкнуло в Россию, в которую я ехать не могу. Там я не нужна, здесь я невозможна. Я с моим бесстрашием, я не умеющая не ответить и не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я его назвала великим. Ранний, трагический, обдуманный уход из жизни 31 августа 1941 года. 80 лет прошло с этой печальной даты. Ландыш, ландыш белоснежный, роза маленький, каждый говорил ей нежно: моя маленькая, ликом чистая иконка, пеньем пеночка, и качал ее тихонько на коленочках. Ходит вправо, ходит влево, Божий маятник, и кончалось все припевом: моя маленькая, Божьи думы нерушимый путь указанный. Маленьким не быть большими, вольным связанными. Я помню то время, когда мы не знали ничего о ней, когда мы не знали, что в русской литературе есть большой настоящий поэт. Я помню, моя сокурсница, подруга Катя Филимонова сказала с горечью: нас обокрали нашу молодость, что мы не знали этих стихов, что мы не знали этих чувств и этих слов. И это была правда. Марина Цветаева вернулась к любителям поэзии на волне хрущевской оттепели, вторично на гребне перестройки. Она стала одним из мостиков, который соединил молодое поколение 60-х и 80-х с великой русской литературой. Ее стихи стали символом перемен. В 1986 году в Тарусе, где прошли детские годы Цветаевой, поклонники ее поэзии зажгли первый цветаевский костер на берегу Оки. В большие залы и маленькие клубы их по-прежнему не пускали. Лососинка не Ока, гонений на поэтов нет, но осталась традиция. Это все благодаря Ларцевой Наталье Васильевне. Вот если есть такой человек, который всех зажигает, который очень любит ее творчество, когда мы попадаем под ее обаяние, то невозможно, чтобы не было, чтобы самому не захотелось так же творить и любить, и читать. Журналист и писатель Наталья Ларцева зажгла своей любовью к творчеству Марины Цветаевой сотни людей.
Она была знакома с Анастасией, сестрой поэта. По известной теории двух рукопожатий, благодаря Наталье Ларцевой, семья Цветаевых стала близка всей Карелии. Мы были четвертыми, которые зажгли костер. Это 2001 год. Я решила так отметить новое тысячелетие. Ну, чем отметить? Цветаевскими кострами. Посоветовалась. У меня часто собирались люди, мы при свече читали друг другу стихи. На первый костер мы пошли, нас было очень немного. Вот Надюша Равенко среди них. Благодаря Наталье Ларцевой Петрозаводск стал заметной точкой на мировой карте почитателей цветаевской поэзии. В этом цветаевском братстве были и есть известные артисты и певцы, музыканты и поэты, и очень много обычных людей. Помните жаркое ржанье, степь в серебре, синий дымок на горе, и о цыганском царе песню. В черную полночь под пологом древних ветвей мы вам дарили прекрасных, как ночь, сыновей, нищих, как ночь, сыновей, и рокотал соловей славу. 5 лет Цветаевский костер в Петрозаводске горит без своего главного кострового. Продолжает гореть. Эстафету в этом году берем на себя мы. Безумно ответственно, безумно страшно, но я надеюсь, что мы все, в общем, тут люди, в общем-то, родные, в общем-то, все объединены одной большой любовью. Знает лукавый колдун, сердца теперь ясны, как травы. Зачем ты нежна и застенчивою? Зачем ты между нами лукавый колдун, пахнущий лесом и медом? Многие взрослые считают Цветаеву своим поэтом, а ты думаешь, что и детям доступное творчество? Некоторые, да. Цветаевский костер не концерт, не культурное мероприятие. Это встреча людей, близких по духу. Есть круг постоянных участников, которых объединили костры. Есть те, кто приходит посмотреть, послушать, а потом решается прочесть сам. Не только стихи Цветаевой, но и свои. И со скалы слетает дева под взмыв смычка, зелень волны мелькает в мраке ее зрачка. Ближе лицо и пена, взбеленная крылом. Горестная сирена бьется над моряком. Но время седой пеленой накрыло тетрадь со словами: «Как жаль, что больны вы не мной, как жаль, что больная не вами. Кружится лихим вороньем беда над Тарусой старинной, и плавится красным огнем на платье рубин у Марины». Думаю, вряд ли забудут. Потому что серьезные вещи, они находят отголосок у людей. Ну, пусть молодежи меньше, все равно поэзия всегда приходит в души людей, пусть немножко в более старшем возрасте. Из года в год у Цветаевского костра один традиционный финал. Разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Спасибо, друзья! А посмотрите, какое солнце вышло, как замечательно! В следующем году костер на берегу Лососинки будет зажжен уже в честь другого юбилея – 130-летия самой Марины Цветаевой. Будем надеяться, что для истинной поэзии никаких преград не будет. Увидимся на территории культуры. Это традиция такая, цветаевская. Да, ну тут так прекрасно, что хочется радостью поделиться. Так ведь? Да.